Сегодня рассмотрим, как определить, есть ли утечка тока в авто на примере BMW X5 в кузове E53, 2004 год. Приступим к поиску утечки тока. Для этого нам понадобится наш мультиметр, он же тестер. Для того, чтобы подключить мультиметр, нам нужно вставить разъемы щупов в посадочные гнезда на мультиметре. Красный щуп подключаем в разъем 10 ампер. Черный разъем щупа подключаем в посадочное место на мультиметре. Разъем COM. Подсоединяем. Далее переводим прибор в режим измерения постоянного тока. Положение 10 ампер на приборе. Снимаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем ее. Далее фиксируем щупы мультиметра. Один щуп фиксируем на минусовой клемме аккумулятора. Поджимаем. Второй щуп мультиметра фиксируем на минусе аккумулятора. И устанавливаем минусовой щуп. Сейчас у нас на тестере вот такой показатель. Далее нам нужно закрыть все двери автомобиля и закрыть крышку багажника. Крышку багажника я закрою принудительно. Вот в такое положение. Нижнюю крышку багажника также закрываем. И закрываем машину с брелка. Далее ждем, пока машина заснет. Смотрим на индикатор селектора КПП. Лампочка возле селектора должна потухнуть. И смотрим на показатели прибора. Еще раз повторюсь, перед тем как закрыть машину, нужно сымитировать закрытие замка багажника. Замок у нас находится вот в таком положении, в закрытом. И закрыта нижняя часть багажника. И смотрим, какое потребление тока у нас будет после того, как мы закрыли багажник, все двери и закрыли автомобиль. Сейчас у нас вот такой показатель. Автомобиль еще не заснул. Когда машина в спящем режиме, она не должна потреблять более 20-40 мА. Если потребление больше, это говорит о том, что есть потребители тока. Проверяем индикатор на селекторе АКПП. Дожидаемся, пока он потухнет. Это индикатор того, что автомобиль заснул. И засекаем таймер. Так, таймер у нас сработал. Прошло ровно 15 минут. По истечению 15 минут на мультиметре у нас такой показатель: 430-420 миллиампер, что есть очень много. Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов, которые могут быть при утечке тока. Для этого нам нужно добраться к предохранителям, которые находятся в багажном отделении. Вот наши предохранители. Полное видео о предохранителях в багажном отделении есть на канале. Ссылку оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. А сейчас нам нужно снять 72-й предохранитель на 30 ампер. Он отвечает за аудиосистему и навигационную систему. Итак, снимаем 30-й предохранитель. Предохранитель мы сняли на 30 ампер. И смотрим показания мультиметра. Мультиметр у нас показывает 70-80 мА. Допустимая норма потребления 20-40 мА. Это говорит о том, что в цепи аудиосистемы и навигационной системы есть потребитель. Плюс еще есть потребитель, который мы будем искать позже. Сейчас мы рассмотрим, что может выступать
потребителям в цепи аудиосистемы или навигационной системы. Начнем с блоков, которые находятся у нас в левой части. Откручиваем блок навигационной системы CD Changer и добираемся к усилителю мощности, который находится у нас внизу. Откручиваем навигационный блок. Для этого нам понадобится головка на 8. Снимаем навигационный блок. В задней части навигационного блока есть два разъема. Сейчас нам нужно вывести машину со сна. Далее нам нужно установить предохранитель на место. Устанавливаем. Выводим машину с режима сна. После того, как мы ввели автомобиль в режим сна, снимаем разъемы на блоке навигации, отключаем и смотрим на индикацию мультиметра. Если показатели не изменились, неисправность не в блоке навигации. Идем дальше. Нам нужно снять CD Changer. Отсоединяем антенну от блока навигации и убираем его в сторону. Далее откручиваем CD Changer. Снимаем CD Changer с посадочного места. Смотрим на мультиметр и отсоединяем разъемы. Два разъема отсоединили. Показания мультиметра не поменялись. Соответственно, утечка тока у нас присутствует. Далее нам нужно отсоединить разъем с усилителя для того, чтобы исключить усилитель. Разъем усилителя мощности у нас находится вот здесь. Его хорошо видно. Сейчас мы его будем отсоединять. Отсоединяем разъем. Нажимаем фиксатор. Отводим фиксирующую скобу и снимаем наш разъем. Еще раз, для того, чтобы снять разъем, нам нужно нажать на фиксатор, отвести фиксирующую скобу, и разъем выходит. Далее смотрим показатели на мультиметре. Если они не поменялись, неисправность у нас присутствует, утечка тока по-прежнему есть. Мы исключили навигационный блок, CD Changer и усилитель мощности. В данной цепи у нас еще остается радиомодуль. Сейчас мы будем к нему добираться и исключать радиомодуль. Разъем усилителя мощности можно устанавливать на место. Фиксируем разъем и защелкиваем его. Далее подключаем CD Changer на место. Всего два разъема. Один разъем на 3 пина. Подсоединяем, защелкиваем. Подключаем второй разъем на 6 пин. Устанавливается он у нас в таком положении. Защелкиваем. Далее устанавливаем в посадочное место CD Changer. Сейчас выведем проводку для подключения навигационного блока. Один, второй и антенна.
Далее подключаем навигационный блок. Подключаем антенну. И подключаем разъемы. Синий и красный разъем. Устанавливаем навигационный блок в посадочное место. Сейчас мы уже исключили навигационный блок, CD-changer и усилитель акустический. Откручиваем верхний пластик. И снимаем пластиковую панель. Далее подключаем мультиметр. Выводим машину с режима сна. Предохранитель на 30 ампер, который отвечает за аудиосистему, систему навигации, у нас на месте. Он подключен. Далее нам нужно снова ввести автомобиль в режим сна. Закрываем все двери, закрываем багажник, имитируем закрытие багажника и закрываем машину. Далее ждем порядка 15 минут до полного засыпания. По истечению 15 минут автомобиль заснул. На мультиметре у нас показатель 430 мА. Итак, сейчас мы будем исключать радиомодуль. Отсоединяем разъем основной на радиомодуле. Поддеваем фиксатор. И снимаем разъем и смотрим на показатели мультиметра. Показатель сразу упал до 70-80 мА. Это говорит о том, что основной потребитель тока у нас радиомодуль. Еще есть небольшое потребление. Ссылку на видео о замене радиоблока оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. Сейчас мы продолжим и будем искать оставшуюся утечку тока. Сегодня мы исключим возможные варианты утечки тока через дополнительное устройство, а именно блок сигнализации. Сейчас мы к нему доберемся. Для этого нам нужно снять нижнюю фальш-панель, которая находится под рулевой колонкой. Откручиваем нижнюю фальш-панель. В нижней части есть два пластиковых фиксатора. Один и второй. Отводим в сторону пластиковую панель нижнюю и откручиваем еще два самореза в нижней части. И третий саморез в правой части нашей облицовочной панели. Далее нам нужно открутить три верхних самореза. Один, второй и третий саморез. Также нам нужно снять пластиковые фиксаторы верхние,
под рулевой колонкой. Всего их раз, два, три, четыре. Откладываем нашу панель. Так выглядит блок сигнализации. Это внештатная сигнализация от Пандоры. Нам нужно отсоединить с нее разъемы, обесточить ее. И дальше будем делать замеры. Снимаем разъемы. Один разъем и второй разъем. Сигнализацию мы обесточили. Далее нам нужно закрыть все двери. После того, как мы отключили дополнительное оборудование, в нашем случае это автомобильная сигнализация, подключаем мультиметр и будем делать замер. Откручиваем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем. Подключаем сюда минусовой клеммник нашего тестера, он же мультиметр. Зажимаем. Клемму можно отложить в сторону. Для фиксации второго клеммника мультиметра я буду использовать зажимной хомут. Устанавливаем хомут и зажимаем его. Далее устанавливаем второй клеммник и поджимаем его. Включаем мультиметр, положение 10 ампер. Далее нам нужно закрыть нижнюю часть багажника и сымитировать закрытие верхней части багажника. Как это сделать, показывал в предыдущем видео, ссылочку оставлю вверху в всплывающем окне. Еще раз проверяем, чтобы все двери автомобиля были закрыты. Багажник закрыт, верхняя часть багажника закрыта. И закрываем автомобиль. Далее ждем до полного засыпания автомобиля и смотрим потом показатели, которые у нас будут на мультиметре. Сейчас мы исключим дополнительное устройство на примере автомобильной сигнализации. Поскольку основным потребителем тока был радиомодуль, фишку с радиомодуля я не устанавливал на место, сейчас она отключена. По истечению 15 минут на приборе мы наблюдаем следующие цифры: 30-40 миллиампер. Соответственно, остаточное потребление у нас было из-за дополнительного оборудования, а именно автомобильная сигнализация. У кого установлена автомобильная сигнализация, рекомендую также проверить, какое количество тока она потребляет. В моем случае основной потребитель был радиомодуль, который потреблял 430 миллиампер в тандеме с дополнительной автомобильной сигнализацией. И сама автомобильная сигнализация, которая внештатная, потребляла 30 миллиампер, в то время как автомобиль находится в режиме сна. Также рекомендую дополнительно проверить все внештатные устройства путем отключения и проведения дополнительных замеров, а именно внештатный магнитофон, внештатная аудиосистема, если установлены в автомобиль видеорегистраторы, внештатные автомобильные усилители и другие устройства. Они также могут потреблять, когда автомобиль находится в режиме сна, и высаживать аккумулятор при минусовых температурах в ноль. Ссылки на видео, которые помогут найти утечку тока в автомобиле, оставлю внизу под этим видео. Прибор выключаем и отсоединяем. Отсоединяем второй щуп. И устанавливаем минусовую клемму аккумулятора. И открываем автомобиль. И устанавливаем фальш-панель на место. Защелкиваем пластиковые клипсы.
Закручиваем сразу верхние саморезы. И закручиваем нижние саморезы. Устанавливаем нижнюю фальш-панель на место. Устанавливаем воздуховод на место. И фиксируем нижнюю пластиковую облицовочную панель. Фальш-панель на месте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи на канале.